Друзья, приветствую вас. Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Мощный шторм, сопровождавшийся торнадо, обрушился на деревню ранчера в округе Пинеллос в штате Флорида. Торнадо поднял в воздух мобильный дом в Ранчеро-Виллидж, а также сорвал крышу с другого дома. В результате стихии были разрушены десятки зданий, повалены деревья и повреждены линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии для сотен жителей. По меньшей мере 6 человек получили травмы. Шторм затронул не только ранчеро, но и соседний город Ларго, где также зафиксированы значительные разрушения. Шторм был частью обширной штормовой системы, которая продолжает действовать в регионе несколько дней. В пострадавших районах развернуты спасательные операции и работы по восстановлению электроснабжения. Порядка 400 домов частного сектора, несколько садовых некоммерческих товариществ и промзона остаются отключенными от электроснабжения в Хабаровске после непогоды. Накануне вечером на город обрушилась сильная гроза с ветром и дождем. Повалило деревья, оборвало провода. Повредило также несколько опор линии электропередачи, в результате чего было нарушено энергоснабжение в районах Авиагородка, 51-й школы, Гарниста, Красной речки, поселка Березовка, автовокзала и поселка Горького. Всего из-за непогоды без электроснабжения остались 1200 адресов. Как сообщают в Хабаровской горэлектросети, работает усиленная группировка, работы завершить планируется в течение светового дня. Гроза со шквалом накрыла вчера и Комсомольск-на-Амуре, буря налетела буквально за секунды. Местами прошел небольшой дождь. Сильные порывы ветра ломали ветки и валили деревья, несколько районов в городе остались без электроснабжения. После разгула стихии власти оперативно организовали в городе восстановительные работы. Лесной пожар, начавшийся в районе Аляга турецкой провинции Измир 25 июня, распространился на соседний район Фоча, угрожая близлежащим поселениям. Пожар начался предположительно в зоне свалки и под воздействием сильного ветра быстро распространился на лесные массивы, а затем в направлении Фочи. К вечеру 25 июня огонь достиг поселения Элапинар, что вызвало необходимость срочной эвакуации. По данным турецких СМИ, пламя охватило значительные территории, повредив леса и сельскохозяйственные угодья. В Элапинаре огонь затронул 2 жилые постройки, в общей сложности было эвакуировано около 175 домов в Аляге и Фочи. К утру 27 июня, благодаря скоординированным действиям с воздуха и земли, пожар в Аляге и Фочи был полностью потушен, и жители Элапинара начали возвращаться в свои дома. Власти провинции Измир продолжают мониторинг пожароопасной обстановки, так как жаркая погода сохраняется, а ветер, дующий со скоростью 50 км в час, несет риск быстрого распространения пламени в случае новых возгораний. В поселке Ваньдань, расположенном в округе Пиндун на юге Тайваня, 26 июня вновь проявил активность грязевой вулкан Ваньдань. Извержение началось ранним утром и длилось около 10 часов, завершившись в 15 часов 40 минут. По данным местных источников, вулкан выбрасывал смесь глины, воды и метана,
создавая характерные булькающие звуки и грязевые потоки. Это уже 10-е извержение с 2022 года, предыдущее было зафиксировано 6 июля 2024 года. Местные жители подожгли выделяющийся метан, чтобы предотвратить его накопление и минимизировать риск взрывов. Грязевой вулкан Ваньдань находится в геологически активной зоне Тайваня, где тектонические процессы способствуют выходу подземных газов на поверхность. В отличие от магматических, такие вулканы выбрасывают не лаву, а смесь воды, глины и газов, преимущественно метана, что делает их менее разрушительными, но все же опасными из-за риска возгорания газа. Увеличение частоты извержений может указывать на усиление тектонической активности в регионе, хотя прямых данных, связывающих это с сейсмическими событиями, пока нет. Se va la Blazer. No la quisieron en el remate, se va la Blazer. Y el poco. Проливные дожди, обрушившиеся 25 июня на Сьюдад-Хуарес в мексиканском штате Чиуауа, продолжались и на следующий день, вызвав стремительный подъем воды в реке Рио-Гранде и переполнение городских дренажных систем, что привело к масштабному наводнению, затронувшему несколько районов города. Уровень воды в некоторых местах, включая Монтаду, Фронтеризабаха и Филиппе-Анхелес, достиг 1,5 метра. Потоки воды унесли припаркованные автомобили. Власти сообщают о значительном ущербе, нанесенном жилым домам. Точное количество пострадавших зданий пока не уточняется, но многие дома в низинных районах города оказались затоплены. Наводнение повредило дороги, мосты и дренажные системы. В некоторых районах движение транспорта оказалось парализовано, автобусные маршруты, включая экспресс-линию, временно приостановлены. Муниципалитет Сьюдад-Хуарес и власти штата Чиуауа мобилизовали спасательные службы для ликвидации последствий наводнения. Работы по откачке воды и расчистке улиц идут полным ходом, однако продолжающиеся дожди осложняют задачу. Метеослужбы предупреждают о возможных новых осадках в ближайшие дни, что может усугубить ситуацию. Крупный лесной пожар на юге Аттики продолжает бушевать, оставаясь неконтролируемым. Пожар начался около 13 часов 26 июня в районе Тимори, недалеко от поля Фокия, примерно в 40 километров к юго-востоку от Афин, вблизи мыса Сунион. По данным пожарной службы, огонь быстро распространился из-за высоких температур, достигавших 40 градусов по Цельсию, и сильных ветров, подпитываемых теплыми воздушными массами с африканского побережья. В срочном порядке была проведена эвакуация более 50 жителей Тимори и близлежащих районов, включая Туркалимана и Лаганиси. Мэр муниципалитета Лавриотики назвал ситуацию крайне сложной, отметив, что огонь несет непосредственную угрозу населенным пунктам. По меньшей мере 6 домов в Тимори полностью сгорели, еще несколько получили серьезные повреждения. Пожарная служба сообщила о спасении 6 человек, включая детей, непосредственно из зоны, охваченной пламенем. Главная прибрежная дорога, соединяющая Афины с мысом Сунион, была перекрыта полицией из-за близости огня. Для борьбы с пожаром мобилизованы 72 пожарных, 27 пожарных машин, 4 самолета и 2 вертолета. По поступающим данным, пожарные сталкиваются с разрозненными очагами, а не единым фронтом огня, что усложняет тушение. Пожар в Тимори стал частью первой летней волны жары в Греции, начавшейся 25 июня и прогнозируемой до 27 июня. Температуры до 42 градусов по Цельсию и сильный ветер создали идеальные условия для быстрого распространения пламени. В штате Португеза на западе Венесуэлы обрушился мост на шоссе Антонио Хосе де Сукри из-за сильных проливных дождей, накрывших регион 25 и 26 июня. Обрушение моста, соединяющего регионы Анд и центральной части страны, привело к полной приостановке движения на этой ключевой транспортной артерии,
вызвав серьезные перебои в логистике и транспортном сообщении. Обрушение моста произошло в результате подмыва опор из-за резкого подъема уровня воды в реке. Шоссе Антонио-Хосе-де-Сукре – важная магистраль, связывающая западные и центральные регионы Венесуэлы. Власти штата Португеза и национальные службы приступили к оценке ущерба и поиску альтернативных маршрутов. Спасательные команды и инженеры работают на месте происшествия, ведутся восстановительные работы. Днем 26 июня яркий огненный болид озарил небо над штатами Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и Северная Каролина. По данным Американского метеорного общества, более 140 сообщений о наблюдении поступило из Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины, Теннесси, Алабамы и даже Флориды. Очевидцы описывали объект как пылающую полосу, оставляющую за собой шлейф дыма, видимый даже днем. Билл Кук, руководитель отдела метеороидной среды НАСА в Центре космических полетов Маршалла, сообщил, что метеор диаметром около 1 метра и весом более тонны вошел в атмосферу на высоте 77 километров над Оксфордом в штате Джорджия. На высоте 43 километра над Уэст-Форестом он начал распадаться, высвободив энергию, эквивалентную 20 тоннам тротила, что вызвало звуковые волны, услышанные многими жителями. В округе Генри, примерно в 48 километрах к югу от Атланты, фрагмент метеорита пробил крышу жилого дома, оставив отверстие размером с мяч для гольфа и повредив пол. Национальная метеорологическая служба в Пичтри-Сити подтвердила, что объект, предположительно, является частью метеорита, но окончательное заключение еще не сделано. В среду 25 июня рейс American Airlines 1665, выполнявшийся на самолете Airbus A321 и направлявшийся из Лас-Вегаса в Неваде в Шарлотт, в штате Северная Каролина, был вынужден вернуться в международный аэропорт Гарри Рида вскоре после взлета из-за проблем с двигателем. Через несколько секунд после взлета пассажиры услышали громкий звук, напоминающий выстрел, а затем увидели дым и яркие вспышки, исходящие из правого двигателя. Никто из пассажиров или экипажа не пострадал. American Airlines сообщила, что самолет вернулся в аэропорт из-за механической неисправности, но их техническая команда не обнаружила доказательств возгорания в двигателе. Самолет был выведен из эксплуатации для дальнейшего осмотра. Федеральное управление гражданской авиации США инициировало расследование. Точная причина проблем с двигателем пока не определена. Днем 26 июня в сельскохозяйственном районе Мурпарка, в округе Вентура, в Калифорнии, товарный поезд Метролинк столкнулся с застрявшим на железнодорожном переезде грузовиком. Авария произошла около 14 часов 15 минут по местному времени на частном железнодорожном переезде, расположенном параллельно Лос-Анджелес-авеню, недалеко от пересечения с Монтер-драйв. Поезд номер 118, следовавший по маршруту, столкнулся с грузовиком с прицепом, который застрял на путях. Причина, по которой грузовик оказался на переезде, пока не установлена, но, согласно СМИ, переезд в этом районе обозначен только стоп-знаками и указателями без наличия шлагбаумов или автоматических сигналов. Водитель грузовика был выброшен из кабины в результате столкновения и погиб на месте. Один из 17 пассажиров поезда получил легкие травмы и был доставлен в местную больницу. По словам представителя пожарной службы Энди Ван Сайвера, грузовик был серьезно поврежден, а его обломки были раскиданы на 600 метров вдоль путей. Все 5 вагонов и локомотив поезда остались на рельсах. Вечером 26 июня коммуна Фюген в долине Целлерталь, в Австрии, пострадала от мощного шторма.
Шторм продолжался около часа, сопровождаясь сильным ветром до 80 км в час с выпадением крупного града, порой достигавшего 5-6 см в диаметре. Ливневые потоки с гор усилили воздействие шторма, приведя к затоплению низинных участков и сельскохозяйственных угодий. Град повредил крыши домов, автомобили и окна в коммуне Фюген. По предварительным данным, пострадало несколько десятков зданий, включая жилые дома и туристические объекты, такие как отели и рестораны. Фермы в окрестностях Фюгена, особенно виноградники и сады, понесли значительные убытки, град уничтожил посевы и повредил деревья. Восемь человек пострадали в результате взрыва и пожара на предприятии в Северо-Казахстанской области. По предварительным данным, загорелись и взорвались два накопителя предприятия в селе Ильичьевка Тавиншинского района, после пламя перекинулось на газовоз марки Volvo. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители экстренных служб. По предварительной информации, во время заправки Газгольдера оборвался заправочный шланг, из-за чего загорелся газовоз, последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара. 8 человек получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в областную больницу Кокшетау. Днем 26 июня на овощной базе по улице Труда в Якутске вспыхнул крупный пожар, которому вскоре был присвоен второй уровень сложности. Огонь полностью охватил кровлю строения овощебазы, расположенной в промышленной зоне Якутска. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 45 пожарных и 10 единиц техники. Из-за тушения пожара временно было ограничено движение по улице Труда со стороны улиц Бестужева-Марлинского, Очиченко и Дзержинского. Причина пожара пока не установлена, прокуратура инициировала расследование. Янтарь возрастом от 35 до 40 миллионов лет застрявшим в нем древним тараканом нашли в Калининграде. Насекомое относится к отряду Блаттодия. Оно оказалось полностью законсервированным, что позволило детально изучить его строение. Размеры янтаря 41 на 21 мм, а вес около 7 граммов. Камень станет одним из центральных лотов на единственном в своем роде аукционе редкого янтаря, который пройдет 2 августа в рамках 8-го международного янтарного форума.